Меня зовут Фадеев Михаил, мы делаем систему для финансового учета криптовалюты. Заявив в сервис, первое, что бросается в глаза, это сейчас оценка криптопортфеля в долларах и в биткоинах. Также здесь на графике у нас видно доходность по данному портфелю. Это именно доходность, а не просто изменение криптопортфеля в долларах или в биткоинах. Также на графике видно, где во сколько он оценивался, какие скачки были у нас за все время существования данного портфеля. Сейчас у нас портфель оценивается в долларах, можно переключить для оценки в биткоинах, там уже статистика будет совершенно другая. Вот у нас есть биржи, кошельки, на которых у нас лежат деньги. Можно зайти и сразу же посмотреть. Ага, на Bittrex, не заходя в Bittrex, я знаю, что вот у меня лежит такая-то вот валюта, и вот так она у нас сейчас оценивается. Также можно посмотреть, где вообще у нас биткоин лежит. И мы видим, что биткоин у нас лежит на 3 биржах. Биржи, кошельки для нас это равносильно в рамках системы. Это лишь то, где у вас лежат деньги. Мы видим, что на Криптонаторе у нас сейчас лежит столько, на Bittrex столько, и на Bitfinex сейчас всего лишь 18 баксов. Спускаясь ниже, можно посмотреть, сколько вообще есть валюты, альткоинов, как они сейчас оцениваются, сколько их лежит и какая у них доходность за все время. По данному графику видно, что биткоин дал нам 96% дохода, Monero 142%, а Siacoin, к примеру, упал на 65%. Исходя из этих данных, можно уже принимать решения также о торговле, продавать, не продавать и так далее. Теперь давайте посмотрим, как вообще происходит добавление транзакций. Сейчас добавление транзакций у нас происходит вручную. Давайте создадим новый портфель, назовем его тест. Кстати, да, вот здесь у нас есть возможность поделиться к своему личному портфелю, к примеру, выдать доступ по ссылке. Как в Google документах, мы делаем ссылку, доступ по ссылке и, соответственно, передаем какому-то человеку, и он может просмотреть этот портфель. Как сейчас оценивается, где лежит валюта, какие транзакции были. Итак, создаем наш криптопортфель, к примеру, тест. Так, у нас перешло до формы добавления. Если мы знаем, что когда купили, какую валюту купили, это все замечательно. Ну, давайте сделаем пример. Мы купили биткоин, купили 5 биткоинов за, конечно же, доллары. Ну, выберем, к примеру, курс. Курс на тот момент был 2500 за биткоин. Покупали мы его, к примеру, ну, вообще там local bitcoins, к примеру. Вот, здесь мы его купили, видите, как видите, в данной бирже, данного кошелька здесь нет, но можно ее внести, и будет отображаться, что здесь оно есть. И в системе, соответственно, будет отображаться, что у вас сейчас лежит денег столько-то вот на local bitcoins. И выбираем дату, когда мы сделали данную операцию. К примеру, 4 июля вернее. Соответственно, можно даже убрать вообще, по какому курсу мы покупали, а просто, ну вот не помню, к примеру, по какому курсу вообще покупал, но помню, что 4 июля. И, соответственно, мы знаем, сколько у нас биткоин стоил 4 июля, и это нам позволит сделать данную транзакцию. Также я, к примеру, 4 июля купил Monero, к примеру, на Криптонаторе. Вот, Monero купил там 2.5. Там 2,5 Monero. Теперь переходим на главную страницу. У нас сейчас прогрузится график. И мы уже видим, что доходность за все это время у нас составила 178%. Monero у нас вырос настолько. Биткоин у нас вырос вот настолько. Мы получили 23 тысячи долларов за это время. И также видно, где у нас сейчас лежит биткоин, Monero и так далее. Какая доходность у него за один день, за неделю, за месяц, за все время. Вот такой вот у нас получается график. Теперь, к примеру, мы что сделали? Купили биткоин на local bitcoins. Далее перевели их, ну, вот как бывает, да, взяли и перевели их на биржу. Перевели на Bittrex.
перевели биткоин, соответственно. Вот у нас отображается баланс, что вот на Local Bitcoins у нас сейчас 5 биткоинов, и перевели 5, но получили мы 4,998, к примеру, биткоинов. Перевели мы все это дело также в июле месяце, но уже там 12 числа. Добавляем транзакцию. Теперь у нас видно, что у нас деньги есть на Bittrex. У нас идет перерасчет графика на Bittrex, а не на Local Bitcoins. И теперь далее мы что делаем? Мы покупаем, к примеру, альткоины на Bittrex. Почему бы и нет? Что мы покупаем? Покупаем, к примеру, вот столько-то за биткоин и, соответственно, вставляем. То есть у нас торги какие-то произошли, мы вставляем, за сколько мы купили биткоин, за сколько купили XM и так далее. Ну, давайте приведем, что Litecoin мы 10 штук купили за 0.02 биткоина на Bittrex. И давайте посмотрим, что вот мы, к примеру, взяли и купили на Bittrex лайткоинов на 0.05. И это у нас транзакция уже была в сентябре. Добавляем эту транзакцию в портфель. Теперь у нас видно, что лайткоин у нас вырос на 200%. Соответственно, на бирже у нас убавилось на 0.05 биткоина и добавилось у нас 10 лайткоинов. Вот такая система. То есть, если мы помним, чем у нас отличается добавление транзакций от покупки и продажи. Добавление транзакций, добавление, к примеру, валюты, вы не помните, когда купили, за сколько купили, или хотя бы помните, когда купили, и вам, чтобы быстро актуализировать свой криптопортфель, вы заносите сюда эту информацию. Если вы торгуете, вам нужна актуальная информация, то вы заводите, что купил здесь биткоин, купил за столько-то, или, к примеру, купил за столько-то лайткоинов, продал биткоин. Соответственно, биткоинов у нас стало меньше, лайткоинов у нас стало больше. То здесь у нас идет без вычитания. Мы занимаемся финансовым учетом криптовалюты, через нас нельзя купить или продать валюту. Если вы активно торгуете, то уже сейчас можно подключить биржи по API, и, соответственно, данные о торгах будут передаваться в систему. То есть вы, к примеру, торгуете на Bitfinex, на Poloniex, торгуете, и все данные эти автоматически передаются к нам в систему, и не надо ручками это все заполнять. В будущем будет подключено более 15 бирж, сейчас только 2 в тестовом режиме. Уже сейчас вы можете пользоваться нашей системой, заносить в нее свои транзакции и смотреть, какая у вас доходность по портфелю, за какое время и где вообще лежит валюта и во сколько она сейчас оценивается. Также у нас есть мобильное приложение на Android. Совсем скоро мы выпустим новую версию мобильного приложения, и можно будет смотреть, следить за своим криптопортфелем из мобильного приложения, также добавлять какие-то операции из него быстро и оперативно. Если присмотреться к текущему криптопортфелю, видно, что альткоины у нас сильно просели относительно биткоина. Участие в ICO в ES у нас дало всего лишь нам на текущий момент 8% доходности, и, соответственно, надо было продавать ранее. Напоминаю, сервис находится на стадии бета-тестирования. То, что мы запланировали дальше в разработке, можете посмотреть у нас в Trello и на сайте. Также мы ведем Trello, где можно посмотреть, какие стадии, на какой стадии у нас сейчас разработка, чем мы сейчас занимаемся, кто за что ответственный и что мы планируем в ближайшее время. Следите за разработкой, вступайте в наш телеграм-чат, задавайте вопросы. Пока!